Когда в зале суда появился Эдди Стоун, все обернулись. Высокий мужчина с поседевшими висками и костылями выглядел скорее как ветеран, чем как преступник. Но по версии прокуратуры, именно он был виновен в крупном мошенничестве, повлекшем за собой банкротство компании и гибель нескольких рабочих. Суд вел судья Харрис, известный своей жесткостью и презрением к мелким людям, играющим в героев. На первом ряду сидела его дочь, Софи Стоун, хрупкая девушка лет 20 с небольшим, с рыжими волосами и серыми глазами, которые казались слишком взрослыми для ее возраста. Она не моргала, когда прокурор зачитывал обвинения, не плакала, когда отцу не дали слова в свою защиту, и лишь крепче сжимала в руках маленький медальон на цепочке, подарок матери, умершей несколько лет назад. Харрис лениво слушал защиту. Все в этом деле казалось ему очевидным. Бывший инженер, потерявший здоровье на стройке, решил заработать на махинациях. Типичная история. Судья не верил в слезы, ни в раскаяние, ни в чудеса. Он считал, что справедливость – это просто хорошо подписанные бумаги. Приговор звучал холодно. 10 лет заключения. В зале повисла тишина, и только Софи поднялась со своего места. Она не плакала и не кричала, просто посмотрела прямо на судью. Взгляд был такой, что Харрис впервые за многие годы отвел глаза. Позже, когда зал опустел, Софи подошла к отцу. Тот улыбнулся, устало, но спокойно. Он знал, что теперь все зависит не от него. Девушка обняла его и что-то прошептала, тихо, почти беззвучно. Никто не расслышал. Через неделю судья Харрис начал чувствовать странные боли в ногах. Сначала он подумал, что это обычная усталость, возраст давал о себе знать. Но к утру он не смог встать. Ни одна из его ног не слушалась. Врачи не нашли причин. Ни травм, ни инсульта, ни нервных расстройств. Он просто перестал ходить. Прошел месяц. Харрис больше не приходил на работу. Его коллеги шептались, будто это расплата за годы жестокости. Сам судья сидел в кресле у окна и смотрел на пустой двор, где теперь собирались голуби. Он ненавидел свою беспомощность, но еще больше — тишину, которая поселилась в доме. Однажды утром к нему постучали. На пороге стояла Софи. Она держала в руках тонкую трость и пакет документов. Судья не понял, как она нашла его адрес, но пригласил войти. Девушка подошла ближе и молча поставила трость рядом с его креслом. Ее взгляд был спокойным, но в нем читалось что-то, от чего Харрису стало не по себе. Софи открыла папку. Там лежало досье, документы, доказательства, записи. Все, что судья когда-то проигнорировал. Все, что могло оправдать Эдди Стоуна. Она аккуратно положила бумаги на стол, развернулась и уже у двери произнесла тихо, почти шепотом: «Теперь посмотрите на них сами». Когда она ушла, Харрис долго смотрел на папку. Руки дрожали. Он открыл первую страницу и понял, что ошибся. Ошибка стоила человеку 10 лет жизни. Сердце забилось быстрее. Он попытался встать, но тело не слушалось. Тогда он закрыл глаза, тяжело выдохнул и сказал вслух, впервые за долгое время: «Прости». На следующий день его нашли в коридоре, стоящим на ногах, бледным, но живым. Врачи снова не поняли, что произошло. Болезнь отступила так же внезапно, как и пришла. Через 2 дня Харрис подал прошение о пересмотре дела. Эдди Стоуна освободили, признав невиновным. Судья официально извинился перед ним и его дочерью. Пресса писала о чуде, но Софи никогда не комментировала случившееся. Лишь однажды кто-то заметил ее у старой церкви на окраине Лондона. Она стояла под дождем, положив руку на медальон и глядя на небо. На ее лице не было ни гнева, ни радости, только тихое облегчение. С тех пор судья Харрис больше никогда не осуждал людей слишком быстро. Он стал ходить медленно, с тростью, но с прямой спиной. А Софи просто исчезла из города, как будто никогда и не существовала.